Всем большой привет, я рад приветствовать вас на своем канале. Друзья, сегодня будем делать макарон на итальянском меренге по мотивам красного бархата. Ну и нам понадобится, тут у меня уже миндальная мука, сахарная пудра и какао просеяны. Какао берите хорошего качества, от этого будет зависеть вкус ваших макарон. Сахар. Белки у меня уже разделенные на две, которые пойдет в макронаж и которые будут для меренги. Соль, лимонная кислота и вода. И все ингредиенты, особенно белки, комнатной температуры. Поэтому достаньте заранее. Это я делаю где-то с вечера. Начнем с варки сиропа. Кастрюлю с толстым дном я отправляю в воду. Сахар. И, друзья, когда будете варить сироп, то не перемешивайте. Просто покачивайте со стороны в сторону. Конечно, иногда, если у вас кристаллы сахара идут крупные, то можно помочь, чтобы растворить кристаллы. Но лучше не стоит перемешивать, а просто покачивайте кастрюлю со стороны в сторону. Ну и тут держу я, отправляю белок. Туда же лимонную кислоту и соль. Это можно не делать, тут уже по желанию. И тут немножко помогаю венчиком. У меня держа такая, что венчик не так сильно достает до дна. Ну и все, и приступим к варке. Я еще пользуюсь вот таким вот щуповым термометром. Это у меня икеевская. И температура 118 градусов. Еще нужен будет пирометр. Это для измерения температуры в дальнейшем нашей меренги. Ну все, как я и сказал, просто покачиваем со стороны в сторону и иногда помогаем просто. Все, и как у меня достигает температура 114 градусов, и я начинаю, то есть 118 градусов, я заливаю сироп, и в этот момент уже начинаю замешивать сам макронаж. И тут берите лопатку такую с усилением, потому что макронаж плотный и прям хорошо надо замешивать. И краситель у меня идет вот такой. Но так как у меня какао идет локализированное темное, я вот чуть-чуть еще добавлю красителя, чтобы все-таки у нас был красного цвета, как красный бархат. Если у вас какао будет более светлое, то можно дополнительно краситель уже не добавлять. Все, меренга моя готова. Тут где-то получается температура 29-28 градусов. И вот до вот такого вот состояния, видите, он как бы и плотный, и в тот же момент мягкий клювик. Сильно долго не взбивайте, не перевзбейте меренгу. Все, теперь берем 1/3 меренги к нашему марципановое масло, чтобы его облегчить. Вот здесь можете прям спокойно замешивать, то есть не боясь. А теперь уже, когда добавляем остаток меренги, тут уже надо более аккуратно замешивать. И постоянно проверяйте на стекаемость ленты. Она уже лента есть, все, на этом мы прекращаем перемешивать. Перемещаем в мешок, и у меня там насадка идет 1А, ну или 1 сантиметр. Ну и выпекаю я, как всегда, на тефлоне. И трафарет у меня идет кружки диаметром 3,5 сантиметра. Теперь отсадка самих крышечек. Отсадили, убираем трафарет.
Немного отстукиваем, чтобы выровнять верх крышечек. Сильно много, конечно, друзья, не отстукивайте, потому что от этого у вас будут еще плоскими, слишком плоские будут у вас крышечки. И кое-где, если есть какие-то незначительные дефекты, это вот когда, скажем, пузыри выходят из крышечек, то это можно исправить просто при помощи зубочистки. И все, друзья, теперь отправляем на сушку и в прохладное место, чтобы не было прямых солнечных лучей и жарко. И теперь готовим начинку. Тут у меня идет белый шоколад, пюре груши и масло комнатной температуры. Масло 82%. Шоколад и пюре я грею в микроволновке. Шоколад до того, чтобы растаяло, а пюре где-то до 80 градусов. Сильно много тоже не греть. Теперь это все объединяем. И я взял грушу, потому что у нас идет как бы красный бархат, но и в сочетании, чтобы была белая начинка. Поэтому пюре груши. Можете взять другую какую-то начинку. Все перемешали. А теперь последнее отправляем масло. Вот смотрите, какое оно мягкое. Должно быть обязательно комнатной температуры. И теперь последнее, что осталось. При помощи блендера мы делаем эмульсию из нашего шоколада и пюре. Все, начинка готова. И теперь осталось всего лишь это переложить в такую вот емкость, я перекладываю, и накрыть пленкой в контакт. Берите плоскую широкую посуду, чтобы у вас быстрее начинка стабилизировалась. И обязательно пленку в контакт, чтобы не заветрилась. Все, в холодильник. Где-то часа на 2. И вот, друзья, крышечки мои готовы. Это тут у меня немножко идет, пока у меня со своей духовкой, так сказать, разборки, потому что у меня новая духовка, и пока еще пытаюсь с ним наладить, примерно сказать, отношения. Вот такие вот все-таки получились у меня крышечки. Вот еще раз покажу, какие они получаются. И чем я люблю итальянскую меренгу, за вот вы видите, какую вот глянцевую поверхность. И теперь давайте на одном из крышечек покажу, какая получается внутри. Внутренний мир, так сказать. И вот смотрите, друзья, какое мясо, какой бисквит наших крышечек. Даже по цвету напоминает красный бархат бисквит. Все, и начинка тоже стабилизировалась. Теперь осталось только собрать обе половинки. Вот здесь покажу примерно, как получается. Это, конечно, тут еще начинка очень жидкая, и так слишком не продемонстрируешь, но все же вот такой он получается. Все, теперь это убираю в холодильник на стабилизацию. И, друзья, вот в такой вот контейнере я уже отправляю стабилизированный макарон в морозилку, и хранится практически 2 недели. Поэтому, друзья, если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. А я вам желаю хорошего дня и до новых встреч. Всем пока.